Всем привет! Недавно решил обновить свой монитор, а именно сменить 27-дюймовый Samsung на 34-й от Huawei со встроенным саундбаром. В качестве рабочей машины использовался игровой ноутбук MSI, и к моему сожалению он не мог раскрыть весь потенциал игрового монитора, который поддерживает частоту 165 Гц, а вот ноутбук максимум 60 или 70, точно уже не помню. В общем, было решено собрать своими силами мощный, но не горячий ПК по бюджету до 100 тысяч рублей. В игры я не играю, но вот монтирую видео и записываю голос довольно регулярно, так что мне от него нужна еще и тишина. Комплектующие брал в основном на AliExpress, поскольку там дешевле всего, но все же что-то было выгоднее покупать и в других магазинах. По итогу компьютер моей мечты без монитора вышел 86 тысяч рублей, так что хватило еще и клавиатуру с мышью обновить. Все заказы до кучи получил примерно месяц назад и почти сразу приступил к сборке. За это время что-то стало гораздо дешевле, а что-то немного подорожало. Ссылки на все, что купил, я оставлю в описании под этим видео, так что смотрите и сравнивайте цены на разных площадках и магазинах. Материнскую плату я брал на AliExpress, причем в комплекте с процессором. Модель от Asus TUF Gaming B550M плюс Wi-Fi. Материнка нужна была небольшая, чтобы не собирать большой комп. Лично я терпеть не могу огромные корпуса, так что это был, можно сказать, основной критерий. Еще у нее нормальный чипсет. B450 уже немного староват, а B660 выходит дороже. Из плюсов данной модели отмечу большие радиаторы на всех важных компонентах, мощные цепи питания, отличная звуковуха и надежный встроенный модуль Wi-Fi 6. Также из приятного это огромное количество USB-шек, чего очень не хватало при работе с ноутбуком. Сзади есть маленькая кнопка для сброса BIOS на заводские настройки. Она будет полезна любителям разгона и прочих экспериментов. Еще, как и у более статусной X570+, есть 3 дополнительные площадки для светодиодного оборудования, так что все будет очень красиво переливаться. Бонусом мы получаем выносную Wi-Fi антенну в виде плавника и вот такой стикер-пак. Короче, материнка за свою цену считаю достойная, и думаю, я привел немало аргументов в ее пользу. Мозгом системы станет OEM-версия процессора от AMD, а именно 6-ядерный Ryzen 5 600X. Повторяю, он был в комплекте, можно, конечно, купить и по отдельности, но чтобы наш камень не потерялся в дороге, я решил лучше пускай добирается вместе с платой. Думаю, все AMD-шники с ним знакомы, и в прошлом году это был самый популярный процессор, который ставили на все игровые компы. Сейчас его цена очень хорошо просела, и для моих задач его хватает с головой. Этот процессор единственный среди собратьев, обладающий тепловым пакетом не 105, а 65 Вт, то есть он экономичнее и холоднее, что подтверждается ограниченной величиной энергопотребления 88 Вт. Благодаря этому ему можно с легкостью определить место в компактном корпусе, так что именно по этим причинам я остановил свой выбор на нем. Конечно, кулер надо брать башенного типа и с подсветкой ARGB. У него есть поддержка ауры, и для моей платы это то, что нужно. Короче, выбор остановил на ID Cooling SE214 XT. За 1100 рублей в онлайн-трейд очень годный вариант. Максимально 1500 оборотов и 30,5 дБ в пике меня вполне устраивают. В комплекте инструкция по установке, пакет с кокосом и башня с вертушкой. Подходит также на сокет LGA 1700. В наборе для этого все имеется. Есть даже термопаста. На первое время намажу ее, а потом закажу хорошую. Радиатор довольно легкий, следовательно можно не бояться, что он выломает сокет или прогнет текстолит. Теплотрубки идут с изгибом, поэтому его можно установить так, чтобы сам радиатор был подальше от слотов оперативной памяти. Еще у него гладкая и ровная подошва, а устанавливается он очень легко и быстро. Пришло время оперативной памяти, конечно же это DDR4, про третий пора забыть, но а пятый пока рановато, ведь там кусается ценник. И здесь я почему-то больше всего боялся нарваться на подделку. Заказал 4 плашки по 8 гигабайт, не так Shadow с радиаторами на онлайн-трейд. Частоту не вижу смысла брать ниже, чем 3600 МГц. Также не вижу пользы от разгона, уверен, все что можно китайцы и так выкручивают на максималке. Красивее, конечно, было бы с подсветкой, но в случае с оперативкой она будет только вредить своим нагревом. Если кто не знал, светодиоды греются, а здесь они должны быть прямо на плате, так что я решил лучше не стоит. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.
Сижу сейчас, пишу текст для этого видео и любуюсь красотой своего нового компьютера, но в его корпусе важен не только внешний вид, но и охлаждение, простота сборки и обслуживания, качество материалов, компактность, функциональность и, конечно же, цена. По всем этим критериям лично на мой взгляд очень хорошо подходит Zalman N4. Меньше чем за 4000 рублей вы получаете шикарный внешний вид, каленое стекло сбоку, сзади, спереди, сверху и снизу стоят сетки, что, конечно же, обеспечивает максимальную продуваемость. С завода уже стоят 6 вентиляторов, на фронтальной панели 3 140-х нагнетательных вентилятора, а на выдув стоят 120-е, 2 сверху и 1 сзади. Внешние порты расположены вдоль передней грани верхней панели. У нас имеется клавиша запуска системы, индикаторы активности накопителей и питания, 2 порта USB 2.0, между ними 3,5 мм разъемы под микрофон и наушники, порт USB 3.0, перезагрузка и кнопка управления вентиляторами. О ней расскажу позже. Верхняя сетка пылеуловитель держится на магнитах и снимается быстрее всех. Стекло держится на 4 барашках. В комплекте инструкция, стяжки и небольшая горсть различных шурупчиков и болтиков. Внизу можно поставить еще 2 120-х вентилятора. Плата влезет любая, благо отверстия позволяют. Вертушки питаются через Molex, и для этого китайцы собрали нам вот такой бутерброд. В набор кабелей от корпуса входит 4 пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, разъем USB 3.0, колодка HD аудио и разъем USB 2.0. К выбору блока питания я тоже подошел довольно серьезно и решил на нем не экономить. Долго думая, все же остановил свой выбор на Superflower Leader SE Platinum, причем взял с запасом аж на 850 Вт. Во-первых, с расчетом под дальнейший апгрейд. Во-вторых, чтобы он не ломался как можно дольше. И в-третьих, чтобы всегда работал на минималках. Следовательно, не грелся и не создавал лишний шум своим вентилятором. Забегая вперед, скажу, что я не ошибся, и данный блок питания меня совершенно не беспокоит. Эта модель привлекла меня и своей модульной конструкцией, то есть в отдельной сумке лежат всевозможные провода питания, ставить нужно только те, которые необходимы для работы комплектующих. Следовательно, это избавит системный блок от лишних соплей внутри, которые, кстати, не только мешают и портят внешний вид, но и создают большое препятствие для вентиляции. В онлайн-трейд было дешевле, чем на Али, брал за 10 тысяч рублей, но сейчас почему-то дороже. Характеристики топовые, поэтому блок питания достоин своей цены. Видеокарта в большей степени мне нужна для монтажа, поэтому взял 12-гигабайтную GeForce RTX 3060 второй ревизии от Gigabyte. Заказывал ее на Озон Global почти за 29 тысяч рублей. В DNS такая стоит примерно на десятку дороже. Долго думал, от какого вендора взять карточку, и выбор пал на трехвентиляторную, поскольку, как я уже говорил, мне сильно хотелось тишины. Эту модель очень любили майнеры, поэтому был риск нарваться на БУ. Я проверил ее всеми возможными способами. Следов использования нигде не обнаружил, так что на 99% уверен, что она новая. RTX 3060 оборудована мощной системой охлаждения, представленную 3 вентиляторами по 80 мм с уникальной конструкцией лопастей. Они обеспечивают направленный воздушный поток для эффективного отвода тепла, а графеновая наносмазка способствует минимализации шума при работе и долговечности конструкции. Также видеокарта использует укороченную плату, что позволяет продувать часть радиатора насквозь. На самой видной стороне красуется RGB подсветка с логотипом Gigabyte, а для питания видеокарты используется один 8-пиновый разъем. В виде интерфейсов подключения выступают 2 дисплей-порта 1.4 и 2 HDMI 2.1. Все порты поддерживают DSC 1.2a. Как по мне, дизайн видеокарты сделали классно, и ее вид сразу внушает немалую мощность. Но все же видеокарта довольно длинная, и если вы надумаете ее брать, то заранее позаботьтесь о том, что она точно влезет в ваш корпус. Длина ее составляет 282 мм, а толщина 42 мм. И занимает она 2 слота. Вентиляторы у видеокарты без нагрузки не крутятся, а когда начинают крутиться, то 2 из них вращаются в одну сторону, а 3 в другую. Данную систему охлаждения производитель назвал Gigabyte WindForce 3X.
Под систему взял, пожалуй, лучшее, что можно было придумать за 7000 рублей. SSD M2 диск Samsung 980 Pro, 500 ГБ на PCI Express 4.0. Сейчас это ключевой виток эволюции среди жестких дисков, и быстрее пока ничего не придумали. Моя материнская плата эту шину поддерживает, поэтому я решил ставить систему конкретно на такой твердотельный диск. В наличии имелось два свободных разъема, но я выбрал тот, который снизу, ведь там стоит пластина-радиатор, она и в охлаждении поможет, а заодно будет хорошей защитой от механического повреждения. В дальнейшем протестировал, и цифры, конечно, меня поразили. Заказывал его на AliExpress, и на подделку он совсем не похож. Короче, диск шикарный, и его я настоятельно рекомендую. В качестве накопителя на том же AliExpress за 5500 рублей мною был заказан SSD-диск Crucial MX500 на 1 ТБ SATA 3. Брать самсунговский в 2 раза дороже смысла не вижу. Данный бренд проверен временем, и у продавца имеется огромнейшее количество положительных отзывов. Еще бы, ведь заказов у него уже почти 2500. Судя по упаковке, товар не подвального производства. Да и в работе показал себя отлично. Заявленная скорость соответствует. Вот только для моих видеопроектов терабайта уже не хватает, поэтому в скором времени закажу такой же, но на 2 терабайта. Диск хороший, можете брать и не сомневаться. Установив все комплектующие на свои места, я без особого труда подключил все необходимые провода. Внутри получилось очень даже неплохо, особенно если учитывать, что до этого я только один раз собирал компьютер, и было это примерно 15 лет назад. Даже сзади я сделал аккуратную косу из проводов, а вот на обратной стороне пока что не стал заморачиваться с кабель-менеджментом, поскольку заказал на Али новый комплект вентиляторов, а вот какие и почему расскажу чуть позже. Сейчас же мы приступим к первому запуску. Можно назвать его успешным, за исключением одной маленькой ошибки, которая высветилась при загрузке. Видимо, я поторопился и подключил кулер процессора не в основной разъем, а в дополнительный, поэтому система не запускалась. В остальном все прекрасно. Я тут же зашел в BIOS и поменял нужные настройки, выставил частоту оперативки и настроил вентиляторы на самый плавный режим работы. Далее накатил свеженький Windows 11. Кстати, лицензионные ключи активации вы всегда можете купить на AliExpress всего за 190 рублей. Не знаю как, но они работают, и на прошлой 10-й винде в ноутбуке такой ключ по-прежнему работает, хотя активировал я его еще лет 5 тому назад. Ссылку на ключик оставлю в описании. Оплачиваете, и тут же вам его присылает бот. В итоге рабочая машина получилась отличной. Компьютер работает очень тихо и в режиме минимальных нагрузок почти не греется. Теперь я забыл о зависаниях и вылетающих ошибках во время рендеринга видео, а скорость самого процесса увеличилась в разы. Всего несколько минут, и из проекта получается готовый видеофайл. Внешний вид компьютера превзошел все мои ожидания. Я даже не думал, что в бюджетном корпусе может получиться такая красота. А теперь расскажу, для чего нужна та отдельная кнопка на верхней панели. В стандартном режиме вентиляторы вращаются на максимум, подсветка также горит на всю. Но если нажать один раз, то скорость и яркость уменьшаются примерно вдвое. Второе нажатие полностью выключает подсветку, но кулеры вращаются также наполовину. И наконец, в третьем режиме полностью отключаются вентиляторы, то есть остается работать только кулер процессора. Такой режим я обычно использую для озвучивания видеороликов. А что, в таком режиме компьютер ничем не нагружен и работает даже тише ноутбука. Но нет пределу совершенства, и я решил заказать такие вертушки, но уже с подсветкой ARGB, то есть как на процессоре, чтобы через программу можно было выбирать любой цвет и режим подсветки. Заводские статично горят одним цветом, и мне это, конечно, не нравится. Заодно поставлю два вентилятора в свободные места под видеокартой, и один дополнительный закину на башню процессора. Как раз китайский модуль поддерживает их до 10 штук. Управлять можно через программу в компьютере, через кнопку на корпусе, а также при помощи пульта, идущего в комплекте. Судя по отзывам, вертушки хорошие и даже создают более сильный поток воздуха. Ссылку на них я оставлю в
внизу. Там же сможете найти ссылки на все комплектующие из данного видео, а также на монитор и мои новые клавиатуру и мышь. Брал недорогие, но также с красивой подсветкой. Все настраивается и имеется куча интересных режимов работы. Ну а теперь поиграем в игры. Информация о работе системы показана слева на экране. Комментировать ничего не буду. Думаю, и так все понятно. В играх использовал в основном рекомендуемые настройки графики, ну либо же ставил максималки. Короче, погнали. Да, и еще заранее всем спасибо за просмотр. Думаю, получилась интересная сборка. Ну а ваши мысли по поводу данного компьютера я бы хотел увидеть в комментариях. Возможно, специалисты мне подскажут, что можно было улучшить и где я, возможно, допустил ошибки. Всем желаю удачи и до скорой встречи.